Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Не устаю напоминать, что будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. У нас сегодня колода Таро Истока. И первую карту, которую мы достанем, как обычно, что важно знать на эту неделю для вас. Чего не избежать, по мнению карт, или неожиданности. Чему сейчас не время, вот на неделе, как видят карты. Или что нам может помешать. Давайте узнаем, а что нам будет помогать. Достанем такую карту, что от меня скрыто. Вот, может быть, чему-то мы не придаем значения. И по основным сферам жизни достанем дела, работа, бизнес. Энергетику смотрим. Достанем карту финансовой энергии на неделю. Что у нас в личной жизни, давайте узнаем. Тоже энергии. И карту совет. Давайте так. Итак, что важно знать? Тройка чаш. Это карта праздника в этой колоде точно так же, как и в остальных. Но карта не говорит о чем-то значимом. Она не говорит о том, что мы можем на что-то положиться. Сам по себе просто праздник, приятные эмоции. Может быть, больше по этой карте идет какое-то сотрудничество, когда оно строится на, может быть, взаимовыгодных условиях, но еще и одновременно нам это приносит радость. Приятное общение в целом, что важно знать. Но, видимо, какая-то дипломатическая форма для нас будет больше с плюсом, потому что мы сумеем обойти острые углы, со всеми договориться. Или, действительно, мои дорогие овны, какое-то радостное событие, может быть, которое приходит с информацией, известием и дает своеобразное вдохновение. Все-таки это тоже проходит по этой карте. Неожиданное событие. Карта суда. И в этой колоде карт, обратите внимание, здесь как будто нам чаша с пеплом. И возрождение не будет уже как прежде. Это отчасти карта избавления от боли, от страданий. Но в этой колоде это словно птица Феникс. Какой-то прежний опыт нас не просто сделал сильнее, мы извлекли словно уроки прошлого. И вот теперь это самая птица Феникс. Это вы сами где-то, может быть, мои дорогие овны. Может быть, вы договоритесь с нужными людьми, идя на компромисс, кстати, вполне вероятно. Или сама по себе обстановка будет такова, что когда вы встретитесь с конкретным человеком, будут и другие люди. Ну вот в какой-то беседе, в каком-то диалоге мы можем проговорить то, что было у нас только в мыслях. Для вас это может быть как окончательное решение ваше или окончание сложного периода. Вы определенно прочувствуете, что теперь меня словно не тянет что-то назад. Все же у нас карта суда выпадает в неожиданности. К чему сейчас не время? По тройке монет называется эта карта. Знаете, с одной стороны, может быть, сейчас приступать к какому-то обучению или начинать какое-то новое дело. Может быть, нужно что-то действительно завершить или то, что завершается само, дать ему определиться, словно устояться, закрепиться. Не форсируйте себя на что-то новое. Строить какие-то планы хорошо, но сказать, что приступать все-таки позиция, чему сейчас не время. Поэтому не время как переключаться на что-то другое, так и где-то не время себя тормошить. Вот, видимо, так. А что будет помогать? А вот как раз дипломатия будет помогать. И, кстати, влюбленные в этой колоде карт нам как раз говорят о любви. Да, эта карта может означать и прошлое, или прошлое, какие-то отношения, или это скорее уже те наши люди, которых мы знали.
Это не новое знакомство, но вот как раз если были какие-то острые углы или с чем-то вы не договорились, не нашли взаимопонимания со своим партнером, идеальное время, чтобы договариваться, проговорить, может быть, какие-то сложные моменты, которые было озвучить даже тяжело. Мы, скорее всего, получим отклик и взаимопонимание. Какая-то история любви нам помогает, мои дорогие. И если, может быть, это и вы, а может быть и человек, которого вы знали, вдруг появится в вашей жизни снова. Поэтому не отталкивайте. Рассмотрите как минимум какой-то альтернативный вариант, может быть, какую-то дружбу или, ну, вот каким-то образом вам это будет полезно. Что скрыто, давайте мы узнаем. Получение денег, ваша какая-то полная самореализация. Даже нечего добавить, потому что здесь именно как и деньги, так и самореализация, когда у нас все под контролем, когда мы более, наверное, удачливы именно либо в нашем бизнесе, либо в построении карьеры, когда есть элемент самодостаточности, самодоверия. Вот, кстати, самодоверие по аркану влюбленные нам как будто повышает наш собственный рейтинг в глазах посторонних. Видимо, для вас может это тоже быть важным. Или у нас сейчас птица Феникс выпадает в неожиданностях. Правда, тут как может быть возобновление прежних отношений, и как будто вот по этому фарватеру вам нужно пройти. Вам нужно как будто именно возродиться, какую-то ситуацию пережить. В течение недели, может быть, это и скрыто, может быть, и есть какая-то неуверенность, или есть еще какая-то двойственность, может быть. Или это как вы думаете, а не переключиться ли мне на новые отношения, или на новую работу, или на новый вид деятельности. А у нас тройка монет выпадает именно чему сейчас не время. Правда, какой-то гештальт вы должны, скорее всего, закрыть, и вы можете из-за своих мыслей или из-за того, что пока на каком-то, может быть, начальном этапе, может быть, в начале недели, но есть либо сомнения, либо вы с чем-то не определились, то мы можем не видеть перспективность какого-то дела. Дела, работа, бизнес. И вот в этой колоде, посмотрите, карта истока. Еще один старший аркан. И о чем говорит? Кстати, у вас 20-й аркан. Следом мы знаем 21-й, последний. Это карта мир, когда мы подводим итоги. Правда? Тут итоги какие-то вы будете подводить, Овны. И вот эта карта, которая следует за 21-м арканом. И это промежуточный между 21-м как бы и первым. Это то, что последует после какого-то определения, после возрождения, после подведения итогов. Совершенно новый путь. У кого-то это может, ведь по этой карте возможно все. Какая-то история, которую вы можете просчитывать, когда вы можете, прислушиваясь к интуиции, посмотрите лимниската, вверху изображена, ну, как маг. Ваша интуиция будет обостренно работать, и, скорее всего, к шестому чувству следует прислушаться, потому что, словно, знаете, вам может интуиция подсказывать последующие шаги или развитие событий, или к чему приведут отношения, или в какое направление или какие мои действия в плане работы, дальнейших каких-то устремлений. Тут, правда, планы на будущее сами по себе. Значит, действительно есть как и завершение, подведение итогов, получение денег, вот и так бы сказала. И что дальше? Вы где-то будете себе задавать этот вопрос. Ну, денежную энергию мы посмотрим. 7 монет. А вот правда, деньги могут задерживаться. Здесь как сбор урожая нам показан на карте. И тут такие прекрасные цветы, как будто, да, в виде монет изображены. Или пентакли мы говорим. И 9 монет. Мы можем сомневаться, что мы получим деньги. Не сомневайтесь. Даже если есть какие-то задержки, или у вас сейчас вообще период, когда нам уже сказали, да, как не новое начинать, не переключаться на что-то. Ну, неделя как будто не для этого. Нам действительно нужно окончательно, может быть, дать устояться какой-то либо идеи новой, либо подвести итог, либо разобраться с отношениями, либо, если эти отношения словно восстанавливаются, ну, ведь это тоже работа. Если личная жизнь своего рода, значит, нужно уделить внимание партнеру. Но пока не время новому старту. И если деньги задерживаются, они все равно приходят. Личная жизнь, давайте неинтересно посмотрим. По рыцарю мечей, посмотрите, нам изображен человек, который в белых одеждах. То есть
чистота помыслов как будто предполагается по этой карте. Мы можем сами искать правду, кстати. Мы можем пытаться с чем-то разобраться. Если этот человек, вы, допустим, один или одна, вам, может быть, и самим захочется какие-то отношения словно прояснить, расставить вот эти самые точки над «и», понять, есть смысл продолжать или нет. Для тех, кто совсем не имеет, ну, даже в прошлом отношений, вот не имеет того, что может быть возвращено, то вполне вероятно вы больше будете уделять внимание дела, работа, бизнес. Вы можете, кстати, столкнуться с человеком, который вам будет тоже что-то доказывать с позиции его уверенности в правоте. И здесь самое главное где-то не включаться. Нам говорят, вот как человек в белых одеждах бежит, а обратите внимание, тропинка, дорожка, да, она как будто полосатая. У каждого словно своя правда. И видение человека не говорит об обязательной истине, которую он транслирует. Вы можете столкнуться с такими людьми. С другой стороны, вот со знаком плюс проигрывается, когда мы, правда, какой-то вопрос хотим выяснить, и мы найдем нужную информацию. Для тех, кто в сложных отношениях, не обострять какой-то конфликт, никому ничего не доказывать, говорит эта карта. Лучше держать нейтралитет или с учетом карты влюбленной, как я уже говорила, наоборот, мы можем найти вот это самое утраченное взаимопонимание, если не будем строить один другому доказательства. Вот такое может быть. Ну и для тех, кто в паре, нам сказала карта уже влюбленная, да, тут взаимопонимание и любовь. Ну и, в общем-то, благосостояние, потому что деньги тоже будут. Как бы нет проблем в семье, правда. Но по рыцарю мечей, может быть, и будут те пункты, когда вы будете ваше мнение, точнее мнение вашего партнера не будут совпадать. Но значит, надо быть тоже дипломатами, чтобы использовать какую-то диалоговую форму, чтобы понять друг друга лучше. Карта совет на эту неделю. Девятка чаш. Ну, правда, тут посмотрите, две девятки. Нам показан человек, который доволен собой, доволен своей жизнью. Когда у вас все идет хорошо, вот правда, удачная неделя, словно что-то подводить к итогу. Знаете, более надежное будущее мы должны строить, без права на конфронтацию с окружающими. Вот это будет важно. Все-таки по девятке чаш здесь наше лояльное отношение к миру. И если мы с чем-то или с чьими-то позициями не согласны, то мы тоже не увеличиваем дистанцию. Мы здесь себе не вредим, потому что как будто это само по себе благополучие, оно еще и зависит от взаимоотношений с окружающими. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.